Предназначение души. Поиск предназначения – признак зрелости души. Когда человек задумывается о своем предназначении, это признак наступающей зрелости. Ведь только души на пороге зрелости получают возможность обрести и реализовать свое предназначение. Души начального уровня этого лишены. Им нужно сначала повзрослеть. Как первокласснику рано приобретать профессию, так и душам первого и второго уровней еще не пришло время задумываться о призвании. Они, как правило, об этом и не думают. Люди, чьи души еще не вышли из детского возраста, обычно озабочены только выживанием и материальным благополучием. Для них кажется странным каждый, кто задается вопросами о смысле жизни, о своем призвании, предназначении, миссии. Поскольку душ начального уровня на Земле большинство, то люди, задумывающиеся о духовных материях, и впрямь могут казаться какими-то странными. Но у них глубоко внутри все равно есть очень сильное чувство собственной правоты. Если вы кажетесь себе изгоем на фоне других людей, которые живут другими, как правило, сугубо материальными интересами, и с трудом способны понять вас, обратитесь внутрь себя, и вы поймете, что на глубинных уровнях своего существа вы уверены в себе и в своем пути. И эта уверенность имеет под собой очень прочные основания. Она основана на высших истинах, которые ваша душа получает от источника всего сущего. Вы не должны считать себя изгоем и каким-то не таким. Просто вы взрослый человек, и если дети не понимают вас, это совершенно нормально. Они ничем не хуже вас, просто они – дети. И ваша задача – не обижаться на них, то есть не вести себя как ребенок, не уподобляться им. Возможно, ваша задача – помочь повзрослеть тем из них, кто уже к этому готов. Что такое предназначение? Предназначение – это способ, которым души реализуют свои уникальные качества как во время земных воплощений, так и в мире душ. Это то, что у вас получается лучше всего, что приносит вам удовольствие и что вы можете делать не только для своего блага, но и для блага других людей и душ. Каждая душа уникальна, и у каждой свои наклонности. Кроме того, каждая душа наделена талантами, часто целым спектром разных способностей. Души реализуют свои таланты и в мире душ, но для полноты реализации требуется воплощение в материальном мире. Потому что нет большей радости, чем преображать материю энергиями своей души. Зрелая душа в поисках предназначения думает не только о том, как проявить свои таланты, но и о том, что полезного, нужного и важного можно сделать при помощи этих талантов для Земли, для людей, для Творца и всей Вселенной. Мы реализуем себя по-настоящему лишь тогда, когда наша деятельность лежит в русле энергии любви, в созидательном русле, ведущем к лучшему будущему для всего человечества. Вы думаете, что не можете в одиночку изменить мир? На самом деле вы это можете. И для этого нужно всего лишь хорошо делать дело, к которому вы призваны. Пусть вам будет казаться, что от этого в мире ничего не меняется. Но для настоящих перемен далеко не всегда требуются какие-то яркие революционные события. Если вы делаете свое дело с любовью
и вкладываете в него душу, вы меняете мир. Потому что энергии любви передаются от сердца к сердцу и способны завоевать планету быстрее и лучше, чем самое мощное войско. Вам не нужно оружие, чтобы преобразить мир. Ваше лучшее оружие – это любовь, которая живет в вашей душе и в сердце, которая связывает вас с Творцом и которая есть суть всего сущего. Чем больше на земле людей, которые нашли свое предназначение и, выполняя его, сеют добро и любовь каждым своим действием, шагом и поступком, тем быстрее эти энергии победят на планете, тем скорее закончатся войны и конфликты, тем ближе окажется лучшее будущее Земли, то самое, которое и было изначально запланировано для нас Творцом. Практическое задание. Есть ли у вас представление о том, в чем состоит ваше предназначение? Может быть, вы реализуете его уже давно или начали делать это недавно? Может, вы лишь готовитесь к этому или еще ищете себя? У каждого человека есть таланты и особые способности такие, каких нет у других. Есть что-то такое, что вы умеете делать хорошо, лучше, чем многие люди. А главное, вы умеете это делать по-своему. Поэтому у вас не возникает мысли: а зачем я буду это делать, когда кругом и без меня столько мастеров? Вы знаете, что тоже можете делать это, что делаете это иначе, чем другие, а потому занимаете свою нишу в этой сфере, что делать для вас это важно, ведь у вас есть сильная потребность в самореализации именно в этом деле. Перечислите все то, что вы любите делать. Важно, чтобы вас увлекал сам процесс, а не только результат. Кроме того, вам должно быть комфортно заниматься любимым делом. Если вам каждый раз приходится себя переламывать, преодолевать внутреннее сопротивление, скорее всего, это не ваше призвание. Обратите внимание и на такие сферы деятельности, которые вас притягивают, несмотря на то, что вам кажется, будто у вас нет в этом талантов. Если вам действительно нравится чем-то заниматься, если вы получаете удовольствие и от процесса, и от результата, значит, у вас есть способности, просто, возможно, они проявляются не так, как у других людей, или не так, как вы ожидаете. Перечислив то, что вы любите делать, задайтесь вопросом: как посредством этого занятия вы можете сделать что-то хорошее для других? Не ставьте пока вопрос о том, как при помощи любимого дела заработать деньги. Если вы найдете способ делать то, что нужно другим людям, вопрос о деньгах решится сам собой. Люди захотят покупать плоды вашего труда. Но для начала нужно трудиться бескорыстно. Делитесь тем, что вы делаете. Дарите, помогайте, оказывайте бескорыстные услуги. Когда вы поймете, что люди готовы платить за это, тогда можно начинать заниматься этим профессионально. Если у вас есть сомнения, вы можете посоветоваться с вашим гидом или отправиться в мир душ, чтобы выяснить, какую работу вы выполняете там и как это можно реализовать на Земле. Способы осуществления предназначения. Специализация души. Души, достигшие стадии зрелости, получают специализацию в мире душ. Эта специализация подбирается с учетом индивидуальных особенностей души. Каждая душа делает то, что ей лучше всего подходит. Работая в рамках своей специализации, душа выполняет свое предназначение. Специализаций, конечно же, существует очень много.
Перечислим наиболее распространенные: учителя, философы, художники, целители, конструкторы, исследователи. Обратите внимание, это условные обозначения. Так, к целителям может быть отнесен не только врач, который лечит тело, но и писатель, который лечит душу. А конструктор – это не только тот, кто придумывает какие-то машины и механизмы, но тот, кто может создавать целые новые миры, управляя энергией и материей. Конечно, это очень общая классификация. Каждая специализация предполагает множество способов самореализации и проявления своих талантов. Но все же, благодаря этой классификации, вы сможете хотя бы в общих чертах сориентироваться, в каких сферах деятельности для вас более естественно проявить себя. Учителя. В пространстве жизни между жизнями это воспитатели молодых душ, в том числе и тех, которые еще ни разу не воплощались на земле. Также это гиды-помощники воплощающихся душ. Далеко не все души по мере зрелости стремятся стать гидами. Для этого нужно особое призвание. Души-учителя должны очень любить детей, и тех, кто относится к детям по возрасту, и тех, кто выглядит взрослым, но имеет детскую душу. Они должны обладать терпением, быть милосердными, уметь любить и прощать, но при этом, если нужно, быть достаточно строгими, не потакать слабостям детских душ, а помогать их развитию, которое не всегда идет гладко. Иногда приходится проходить через суровые уроки. Учителя могут помочь в этом, но не будут делать за учеников ту работу, которую те должны выполнять самостоятельно. Учителем может быть только тот, кто уже прошел на своем опыте все необходимые уроки, а потому знает не понаслышке то, чему он учит других. Он и воспитывает, и дает знания, и защищает, и помогает в трудные минуты. В земной жизни они могут лучше всего проявить себя, конечно, в роли учителей, преподавателей, воспитателей, наставников юного поколения, тренеров, но не только. Это еще и духовные учителя, которые несут людям знания об истинном мироустройстве, о природе человека и Творца. Их служение может проявляться в самых разных формах. Они могут писать книги, читать лекции, работать с учениками индивидуально. Но они могут быть и политиками, и общественными деятелями, и теми, кто так или иначе работает с людьми, осуществляя просветительскую миссию. Суть их предназначения от этого не меняется. Обучение, воспитание, помощь в развитии и самосовершенствовании молодым душам. Философы. Наименование специализации опять же условно. В широком смысле это души, которые исследуют высшие божественные законы и разрабатывают нравственные нормы и правила, соответствующие этим законам для Земли. Философы также обучают этому людей, а в жизни между жизнями консультируют другие души, дают советы, как вести себя в разных ситуациях, чтобы не нарушать нормы этики и тем самым не калечить свою судьбу. Эта специализация очень важна, так как души воплощаются в тела, движимые в первую очередь инстинктами, а не нравственными законами. Для тела первоочередная задача – выжить, найти пищу, удовлетворить физиологические потребности. Инстинкты подсказывают,
что каждый сам за себя, и чтобы выжить, можно пренебречь интересами другого, можно обманывать и хитрить, и даже физически уничтожать противника. Вот почему законы любви, которые душа несет на землю, так трудно находят здесь себе дорогу. Если бы это происходило легко и просто, души-философы были бы не нужны. Но они нужны, и у них на земле очень много работы. Они должны доносить до человечества те законы, нормы и правила, которые в самом деле достойны человека. В мире душ философы работают с более молодыми душами, помогая им анализировать прожитые жизни с позиций законов нравственности и давая советы относительно поведения в будущем. В земном мире эти души могут вести самую разную работу, быть учеными, писателями, психологами, работать в сфере культуры и образования. В любом случае смысл их предназначения – нести на землю высшие нравственные законы и делать все от них зависящее, чтобы эти законы соблюдались. Художники. Души-художники – это те, кто несет в мир красоту и гармонию. По сути, они тоже просветители, потому что несут божественный свет на землю. Они несут и высшие истины, только выраженные другим языком, образным. Но не только в этом их задача. Они работают с энергиями. Своим трудом они восстанавливают энергетический баланс на Земле. Негативные эмоции, конфликты, нарушение людьми высших законов нравственности – все это не только разрушает судьбы людей, но еще и приводит к дисбалансу энергий на планете. Истинные художники – это целители не только для людей, но и для планеты. Своим искусством они могут даже предотвращать стихийные бедствия и природные катастрофы, потому что несут свет и гармонию туда, где она нарушена. Особенно хорошо умеют это делать художники, работающие в мире душ. Да, там тоже существует искусство, но оно отличается от земного. Художники в мире душ работают непосредственно с энергиями, создавая красоту и гармонию буквально из ничего, преобразовывая в свет даже темные энергии. В земном мире эти люди часто работают в сфере искусства, но они могут быть и проповедниками, и просто мудрыми людьми, которые очень хорошо владеют искусством речи и в своем слове несут не только информацию, но и гармоничные вибрации, обладающие просветляющим и исцеляющим действием. Целители. Задача целителей также состоит в том, чтобы восстанавливать гармонию, но они делают это другими средствами. Кто-то из них работает с физическими субстанциями, кто-то с энергиями. Их особенность в том, что они несут в самих себе информацию об идеальном здоровье для Земли и людей, потому что подключены к энергетической матрице здоровья из высших источников. Поэтому они могут легко ставить диагнозы и обнаруживать проблемы, ведь их мозг словно бы сканирует людей и другие объекты на предмет соответствия высшей гармонии. Но главное, что они умеют помогать людям устранять проблемы. И это касается не только физического здоровья. Подлинный целитель может вылечить больные отношения, помочь в исправлении нарушений в судьбе человека и, конечно, он исцеляет душу, а спектр средств для этого существует огромный. У каждого целителя они свои.
кто-то снимает беспокойство и тревогу, кто-то помогает найти себя в любимом деле, кто-то подталкивает человека к раскрытию его талантов, кто-то способствует освобождению от зависимостей, исцелению комплексов, развитию чувства собственного достоинства. Надо сказать, что каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье, как душевное, так и телесное. Поэтому целитель может исцелить больного только при его активном участии. Если больной ждет, что целитель проделает всю работу за него, то его исцеление будет лишь временным. Целители дают нам необходимые для восстановления гармонии средства, а главное, они дают нам энергетический эталон совершенного здоровья. А насколько мы сможем этот эталон воспринять и следовать ему, зависит уже от нас. В мире душ целители помогают излечиться от душевных травм и восстановить энергетику душам, прибывшим с Земли и из других материальных миров, где они воплощаются. На Земле целители – это и целители в прямом смысле слова, врачи и все те, кто связан со сферой здравоохранения, и психологи, и общественные деятели, и все, кто работает с энергиями, а также проповедники, писатели и люди любых профессий, которые умеют одним словом, взглядом, прикосновением руки снять боль, освободить от тревог, избавить от горя и страданий. Конструкторы. Души-конструкторы выполняют удивительную задачу. Они творят новые миры и наполняют их самыми разными материальными вещами. А вы думали, только Творец способен создавать миры? Да, их создает Творец, но делает он это руками душ-конструкторов. Творец творит миры в том числе через людей. Ведь каждый из нас несет в себе энергию Творца, являясь его частицей. Именно поэтому люди и их души могут творить миры силой Творца. Во Вселенной множество миров, которые еще находятся в стадии становления. Во Вселенной постоянно создаются новые миры, и души-конструкторы принимают в этом самое прямое участие. Что они создают? Абсолютно все. Горные породы, почву, камни, скалы, песок, природные ландшафты, растения и животных. Все это создается в мире душ благодаря особой способности, которой обладают души. Они умеют из энергий создавать материальные формы. Души-конструкторы наделены этой способностью в ярко выраженной форме. На Земле души-конструкторы также чаще всего занимаются работой, связанной с созданием новых материальных форм. Это и архитекторы, и инженеры-конструкторы, и дизайнеры, и технологи, проектировщики во всех областях деятельности, изобретатели, камнерезы, а также представители различных других ремесел. Это также биологи и генетики, селекционеры, агрономы, экологи. Души-конструкторы могут найти и другие способы самореализации. Например, они могут быть прекрасными кулинарами, изобретающими новые блюда, химиками, создающими новые вещества, и представителями всех прочих профессий, предполагающих непосредственный контакт с материальным миром. Суть их предназначения – создавать новые и новые формы материи, проявлять в материальном мире то, чего до них не существовало. Исследователи.
Души-исследователи заняты тем, что путешествуют в самые разные миры и не просто изучают их как наблюдатели, но испытывают на себе свойства материи и энергии этих миров. Такие души используют метод полного погружения, для чего воплощаются не только на Земле, но и в разных других мирах. А свойства материи и энергии там могут очень сильно отличаться от земных. Есть вулканические миры и водные миры. Есть миры, где совершенно иная сила тяжести. Есть миры не только физические, но ментальные. И каждый раз душа-исследователь должна приспосабливаться к новым условиям. А для этого ей надо подчас довольно сильно изменить собственные энергетические вибрации. Таким образом, они не только закаляются, получают новый опыт и обретают силу, но и создают энергии совершенно нового качества, способные адаптироваться к любому миру. Души-исследователи — это первопроходцы, которые исследуют неизведанные земли, и им подчас бывает очень трудно, но их работа увлекательна и почетна. Наиболее опытные души-исследователи становятся навигаторами, проводниками для новичков, которые еще только начинают осваивать эту специализацию. На Земле такие души обычно занимаются работой, связанной с путешествиями, а также освоением новых, неосвоенных пространств. Это летчики, космонавты, моряки, альпинисты, аквалангисты и водолазы, а также инструкторы по туризму, путешественники и все те, чья работа связана с частыми и длительными переездами. Их предназначение – изучать неизведанные миры, а также исследовать возможности человека по адаптации к ним с целью получения новых качеств, способностей и новых ресурсов, полезных для жизнедеятельности человека на планете Земля. Случай из практики. Кириллу было уже за 30, а он все еще не мог найти себя. Он не смог закончить высшее учебное заведение, так как ему быстро надоела учеба. Его душа просила чего-то неизведанного, романтики дальних странствий, приключений. Его родные считали это блажью и предлагали ему образумиться, жить как все. Но Кирилл не мог смириться с образом жизни его окружения, казавшимся ему очень скучным. Не ладилась и его личная жизнь. Он расстался с женой, прожив с ней менее 2 лет, так как она не вынесла его непредсказуемого нрава и склонности к бродячему образу жизни. Кирилл постоянно ходил в походы с друзьями или мог внезапно сесть в самолет и позвонить домой с другого конца земного шара. К тому же он был плохим добытчиком. Обязанность каждый день ходить на одну и ту же работу, зарабатывать деньги и содержать семью казалась ему слишком тяжкой. При этом сам Кирилл мучился от всего этого. Он и хотел бы жить обычной жизнью, иметь семью, чувствовать какую-то стабильность, но у него это никак не получалось. Регрессия в прошлую жизнь и в жизнь между жизнями выявила, что душа Кирилла хоть и не достигла еще порога зрелости, но уже определилась со своей будущей специализацией. В данный момент он готовился к поприщу души исследователя. Но у него было еще слишком мало опыта, чтобы чувствовать себя комфортно в этом качестве не только в мире душ, но и на Земле. К тому же выяснилось, что несколько последних воплощений у души Кирилла проходили в очень комфортных мирах. Там можно было беспрепятственно перемещаться в пространстве на любые расстояния, не используя транспортные средства. Нужно было лишь парить в потоках энергии, что душа Кирилла умела делать в совершенстве.
Поэтому жизнь на земле показалась ему просто ужасной, ведь здесь он утратил ту свободу, к которой уже привык. Во время сеанса регрессии Кирилл узнал также, что его душа не случайно выбрала на сей раз Землю. Ему нужно было испытать свои способности исследователя в этих сложных условиях, где не так легко преодолевать расстояние и существует довольно серьезное сопротивление среды. Узнав о своих задачах, Кирилл воспрянул духом. Он освоил сразу несколько профессий, связанных с путешествием и освоением новых пространств: гида-переводчика, инструктора по альпинизму и проводника туристических групп. На новом поприще он нашел свою главную родственную душу, и его жизнь налаживается во всех отношениях. Самореализация – важная часть вашего плана на Земле. Помните о том, что вы в первую очередь бессмертная душа. Душа по сути своей безгранична. У нее огромное количество возможностей. Не все из них могут реализоваться в данной текущей жизни. Поэтому многие люди мечтают о чем-то неизведанном, далеком и таинственном и чувствуют себя не до конца реализованными. Пусть это не приводит вас в уныние. На протяжении множества жизней у вас была, есть и будет возможность реализовать целиком и полностью все свойства и качества своей души. И в этой жизни непременно есть такое занятие, которое способно радовать вас, приносить удовлетворение и давать вам чувство собственной реализованности. Ведь у вас, как и у каждого человека, есть план данного воплощения, который вы составляли сами вместе с вашими гидами-помощниками. Этот план включает самые важные на данный момент для вас задачи. Он включает и самореализацию в любимом деле. Поверьте, заняться им никогда не поздно. Если вы задумались о предназначении, значит, пришло время его найти. И неважно, сколько вам лет. Даже если вы запланировали найти свое предназначение в возрасте за 80 лет, это осуществится и принесет вам немало радости. Живите так, как будто у вас вся жизнь впереди, и это так и есть, ведь вы бессмертны, и нет конца путешествиям вашей души. Практическое задание. Подумайте о том, какую специализацию могла бы выбрать ваша душа. По каким признакам вы определили, что вам близко именно это направление деятельности? Соответствует ли ваша профессия специализации вашей души? Если нет, реализуете ли вы себя в избранной вами специализации каким-то другим способом, может быть, посредством хобби или общественной деятельности? Возьмите бумагу, ручку и запишите как можно больше занятий, которые соответствуют этой специализации. Затем выделите те, которые вам нравятся больше других. Выберите то, чем вы реально можете заниматься прямо сейчас, без подготовки или с минимальной подготовкой. Соберите информацию о том, где и как можно получить недостающие знания и квалификацию. Выясните, где и как могут быть востребованы эти знания и умения. Если вы не ошиблись с определением специализации, ваша душа сама поведет вас к цели. Ваши гиды помогут вам, и вы очень быстро найдете занятие, в котором реализуется ваше предназначение.